Всем привет, это снова Даша, и меня часто спрашивают, сколько всего моделей у меня в коллекции. Если честно, я сама не знаю. И в этом видео мы вместе с вами и подсчитаем. А перед началом просмотра напишите в комментариях, сколько, по-твоему, у меня моделей, а сколько у тебя тоже. И в этом видео я покажу вам все свои экспонаты, которые я сделала. Но не все у меня находятся в коллекции, некоторые из них разъехались по частным коллекциям. А как я делаю такие модели, ты всегда можешь увидеть у меня на канале, так что подписывайся, и чтобы не пропускать видео со сборками и окрасками моделей. А модели я буду показывать в хронологическом порядке, от самых старых, сделанных мною, до самых крайних. Первая модель в жизни, и это был Тигр от звезды в 35 масштабе. И сейчас вы увидите длинный путь от моих самых первых моделей до самых новых. Путь длиной около 8 лет, и я не помню точную дату начала своего увлечения. Иногда прогресса не было у меня совсем, и это ведь и не важно, ведь я получала удовольствие от самого процесса моделирования, и это самое главное. Потом у меня случилась череда Т-34, и для меня вообще стало открытием, что Т-34 бывает так много. После Т-34 надо было сделать немножко БТ-7 от Восточного экспресса, и это было ошибкой. Кстати, даже многие из показанных в этом видео раритетов можно найти в магазине «Модельная лавка», а по этому промокоду для первого заказа будет скидка в 200 рублей. Ну а для последующих заказов используйте промокод Даша и получите скидку в 10%. После орды Т-34 я решила, что надо бы заняться немецкой стороной вопроса и начала коллекционировать единички разных версий. Благо, тогда они стоили совсем немного, и у меня их накопилось приличное количество. После единичек надо было взяться за немецкие четверки и машины на их базе. Все четверки у меня от звезды, и я в свое время могла собирать ходовую часть немецких танков с закрытыми глазами. Из интересных образцов хочу отметить четверку с наклонной броней, и это был эксперимент. Броню я делала из жестяной банки. Кстати, именно на этой модели я впервые в жизни опробовала метод масляных точек. Также интересный образец на базе четверки – это мостоукладчик от Трумпетера. Его я попробовала окрасить из баллончика, но цвет оказался слишком темным. Также я пыталась сделать пантеру от i7, и у меня получилось так себе. Потом я купила модель ЗИС-5 от Восточного экспресса и поняла, что грузовики – это моя страсть. Вначале была эта стрёмная версия ЗИСа в виде топливозаправщика, потом с Кунгом, а потом и вовсе Катюша. И тут как тут i7 начали выпускать кучу армейских автомобилей, и меня эта тема очень сильно затянула. По сути, это был первый мой моделистский запой, и, наверное, я собрала почти все грузовики от i7. Сюда же можно подмешать два длинноносых Мерседеса от звезды, мотоциклы Вермахта и Красной армии, несколько военных автомобилей от Томии. Кстати, более подробное видео о моделях немецкой военной техники можно найти у меня на канале. Оно выходило примерно год назад, и ссылочку я, конечно же, оставлю в описании.
Потом меня потянуло на эксперимент. Видимо, захотелось отдохнуть от военных автомобилей, и я сделала вот этого красавчика-малыша Рено в 24 масштабе. Потом мне надо было заткнуть дыры в моей коллекции артиллерии. Кто там в комментариях хотел артиллерию, вот вам. Тут встречаются и советские пушки, и немецкие орудия. А более подробно о них я как-нибудь расскажу в последующих моих видео. Внезапно мне захотелось парочку танков КВ, и этот вариант в немецком тюнинге, а это чистокровный КВ-2, настоящий монстр. К нему в пару идет Т-34 с минным тралом. И тут я снова заметила пробелы в своей коллекции. Мне не хватает бронеавтомобилей, и это надо было исправить. Вы заметили, что еще не было ни одного современного образца вооружений? Я тоже на это обратила внимание пару лет назад и ринулась восполнять недостатки. Начала я с небольших образцов. Например, АСУ, БРДМ, несколько стрёмных по окраске лендроверов, парочка хаммеров, 2 леопарда и советские Т-90 и Т-80УД. Ну а там, где есть Т-90 и БМПТ и несколько прочих образцов зарубежной техники, например, УАЗик из Китая или японский мотоцикл. Ну а как же без моего любимого тополя? Мне нравится вот эта гвоздика. Потом я взялась за современную авиацию, вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолет Сухого и немного исторических летающих машин. И снова современка, только уже современные российские автомобили.
И тут я влюбилась в 72 масштаб. Я думала, что модели в слепом масштабе бесполезны, но как я сильно ошибалась. Посмотрите, насколько эти малыши получаются выразительными. И спустя время я снова вернулась к немцам. Уж очень больно завораживает их разнообразие техники, которые невозможно собрать за одну жизнь. Также в 72 масштабе немецкое чудо-орудие в виде управляемой зенитной ракеты и ракеты Фау-1. И тут со мной случилось АВД, и это было нечто. Я так давно мечтала собирать то, что передвигается по нашим дорогам, и что я вижу каждый день. И АВД воплотили мою мечту в реальность, и у меня начался второй моделистский запой. Ну а эти модели я уже собирала на своем YouTube-канале, так что внимательные зрители многие модели из этой секции знают и видели. А вам слабо собрать такую коллекцию? Расскажите в комментариях, есть ли у меня развитие в моделизме за это время и насколько вы угадали с количеством моделей в моей коллекции. И я сама удивлена, что их у меня настолько много. Прям дух захватывает. Ну а как я собираю такие модели, вы можете увидеть у меня на YouTube-канале. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать такие видео. И до новых встреч. Пока-пока.